Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. Сзади за мной находится Колхидский фонтан. Это самый дорогой фонтан в Грузии. Здесь, в Кутаиси, очень мило и уютно. Ну, по крайней мере, в центре. Здесь вообще мне понравилось гораздо больше, чем в Тбилиси или в Батуми. Правда, кроме центра я пока еще нигде не был, но посмотрим, что будет дальше в остальных краях. Полетел в Кутаиси я только лишь потому, что в Кутаиси были самые дешевые билеты из Актау. Но вот теперь я уже жалею, что я себе отвел здесь слишком мало времени. Здесь, в Кутаиси, вообще очень много зелени прямо в центре города. А еще во всей этой зелени прямо в центре города поют соловьи. Вот только что они сейчас активно пели, а как только я включил камеру, они замолчали. Соловьи активные, но очень скромные здесь. Здесь, в Кутаиси, также есть река. Эта река называется Риони, и к ней тоже можно применить эпитет «самая». Это самая длинная река в Грузии, 327 километров. Река, к сожалению, мутная и очень бурная, но это все не делает ее менее красивой. А вы только посмотрите, как впечатляюще на фоне всех вот этих вот не очень, будем так говорить, казистых строений выглядят эти бурные мутные воды. И на заднем плане, на всем на этом, так сказать, надвисает горы, покрытые снежными шапками, как будто бы фотообои. Ну, само собой, если в городе есть река, значит, в городе есть и У него очень интересное покрытие. Часть, ну вернее, основная часть моста покрыта вот такими металлическими листами, приклепанными к конструкциям. А посередине, в некоторых местах, есть вот такие вот стеклянные вставки, по которым можно пройти и посмотреть вниз, как там бурные воды речки Риони. Но что особенно мне здесь нравится, так это вот такие вот около каждого дома балкончики. У каждого свой. Можно выйти к берегу реки, постоять на нее, посмотреть, выпить чашечку чая, ну или чего-нибудь другого. И насладиться ветром, запахом, так сказать, воды, шумом вот этого потока и потрясающим видом, который открывается, ну, буквально куда ни посмотри. Здесь куда ни глянь, все дышит историей, стариной и жизнью, потому что все вокруг зеленое. А еще здесь, в Кутаиси, к сожалению, вот такая вот старая историческая застройка, очень, скажем так, симпатичная и очень атмосферная, к сожалению, вытесняется современной вот такой вот застройкой. Все затачивается под отели, под туризм. Тут, я так понимаю, что только бездомный не занимается сдачей жилья для приезжающих туристов. Хотя вот мне тут пришла в голову такая идея. А что если бездомные – это те, которые сдали свое жилье туристам, а сами живут на улице, потому что тепло, в общем-то, красиво и сытно. Ну а для тех, кому не повезло и у кого нет своего дома на берегу реки со своим балкончиком, на который можно выйти, посмотреть на воду, послушать шум реки и выпить что-нибудь, в Кутаиси есть вот такие вот общественные пространства. Несколько балкончиков рядом с мостом, куда можно прийти, посидеть и посмотреть, помедитировать. Одна из центральных улиц Батуми. Здесь опять хорошо видно, как здесь все эклектично и в то же время гармонично переплетается в одну такую вот очень интересную ткань города. Здание, представляющее собой 21 век, соседствует с каменным зданием, которое я для себя могу датировать, наверное, как минимум 18 веком. Здесь же рядом есть здание начала, наверное, 20 века, потом, наверное, вот каких-то 50-х годов, опять что-то века, наверное, 18-го. И туда наверх
в ботанический сад. Все зелень, зелень, зелень. А надо сказать, сейчас ведь еще середина апреля только, а тут уже все зеленое. Представляете, какое здесь буйство красок летом. Ну, правда, и жара, наверное, соответствующая. Ну и грузинский город не был бы грузинским, если бы не горы. Центральная часть Кутаиси расположена в относительно, скажем так, плоском месте, в такой низине между гор. То есть фактически город со всех сторон окружен горами. А еще, поскольку город в горах, то здесь, естественно, есть канатная дорога, которая поднимает посетителей вот в таких вот кабинках вот туда наверх, где предположительно колесо обозрения и другие всякие интересности. Полным-полно в Кутаиси также и советского наследия. Вот это вот здание с какими-то вот такими вот интересными инсталляциями, это, я так понимаю, художественная галерея. Вернее, пристройка к более старой художественной галерее. Вот там вот старинное здание века, наверное, 18-го. А вот здесь вот, видимо, пристроенные, наверное, художественные мастерские. Также есть вот такой вот в советской постройке подземный переход. Ну, я так подразумеваю, подземный переход. Он, видимо, через дорогу выводит людей к автобусным остановкам, которые там расположены с той стороны у реки. Давайте-ка спустимся, пройдемся. Там теперь торговый центр. Ну, тем не менее, тоже интересно. Спасибо. Такая вот торговля, примета современности. Но многие помещения пустуют. И, скажем так, народу, похоже, здесь бывает тоже не очень много. Но, тем не менее, жить как-то надо. Надо торговать. И поскольку вот такое вот большущее помещение, в общем, без толку пропадает, почему бы не устроить в нем торговый центр? И вот такие вот, например, швейные мастерские. Дошел я еще до одного моста, который не только пешеходный, но и автомобильный тоже. И здесь вообще царство эклектики. А вон на той стороне, смотрите, какое шикарное здание, в котором, я так понимаю, теперь гостиница и ресторан. Но больше всего здесь мне нравится это то, на чем я сейчас стою. Вот. То, на чем я стою, это крыша замечательного помещения, чтобы увидеть которое, нужно выйти туда, дальше, за середину моста. Вот та площадка, на которой я только что стоял, это реально чей-то дом. Ну или может быть кафе, но мне почему-то кажется, что это чей-то дом, чье-то жилище. Наверняка чрезвычайно прикольно вот так вот жить в опоре моста. Я бы свое жилье с удовольствием поменял бы вот на такое. Вообще по этому берегу реки, здесь в Кутаиси, очень, скажем так, впечатляющая застройка. Дома буквально лепятся к склону. Не знаю, на чем это все держится. Но оно уже сколько, уже веков, наверное, стоит, и ничего с ним не происходит. Наверное, настал момент прокатиться на кутаисской канатной дороге наверх и посмотреть, что там такого есть наверху. Пойдемте вместе сходим, посмотрим. Я даже растерялся и не снял весь процесс покупки билета. Вот так выглядит билет. Красная кабинка уже, пока я тут ходил, уехала наверх. Следовательно, я теперь поеду вот на той желтой кабинке, которая пока едет вниз. Очень надеюсь, что народу будет немного, потому что ехать в такой маленькой кабинке, набитой битком людьми, мало удовольствия. А самое главное, ничего толком не поснимаешь.
ま誰かのシートをちゃうけど。イエスのビデオ。またディアナの旅まで。Ну, вот, в общем-то, и все. Буквально какие-то парочка минут, и мы уже наверху. А здесь наверху прям вот, я так понимаю, что есть все. Колесо обозрения, Эйфелева башня. Неужели аттракционы еще вот эти старые советские машинки? Да, вон они. Не скажу, что я когда-то был большим прям поклонником всех этих машинок, но почему-то они такая какая-то культовая штука еще с советских времен. Пойдем куда-то туда, посмотрим, что здесь есть. А вот, в общем-то, и все. Вон там уже ворота и стоянка машин. И прошли мы буквально от этой самой станции канатной дороги вообще ничего. Здесь вот есть куда-то бывший спуск вниз. Лестница еще есть, а дорожка там уже полностью заросла. Там уже чье-то жилье. И там, я так понимаю, тоже дальше какой-то уже обыкновенный район города. В общем, там дальше ничего интересного. Там какой-то домик, потом еще какие-то домики. Опять стоянка. Какие-то домики для домиков. И домик на домике. А вот это мне нравится. Здесь башня телекоммуникационная. Но такая старой советской постройки. Короче, все из бетона. Настоящий вот такой вот брутализм. Или модернизм. Как это правильно называется. Который я люблю. Мне вот такие вот конструкции из чистого серого бетона очень нравятся. Не знаю почему. Ладно, пойдем дальше. Ну, похоже, вот этот спуск тропой вниз, туда вниз к памятнику и к тому мосту, на котором мы с вами там стояли, были. И вот это все. Получается, что, например, я был в Тбилиси, по канатной дороге ездил, был в Батуми, по канатной дороге ездил, был в Кутаиси, по канатной дороге ездил. Спускаюсь вниз по лестнице. Надеюсь, все вон те люди, которые там идут, знают, куда они идут. И выход там куда-нибудь есть. Наша с вами тропа пролегает через изнаночную сторону монумента Галактиону Табридзе. Если я правильно произношу его фамилию. Ну или просто Галактиони. Насколько я прочитал в этих ваших интернетах, это очень известный грузинский поэт 20 века. Я, в общем, человек необразованный, поэтому ничего из поэзии Галактиони не знаю. Но монумент очень клевый. Сейчас спустимся, я перейду на ту сторону, я вам его покажу, потому что очень красивая штука. Посмотрите, какая шикарная статуя, какая шикарная композиция. Обалдеть. Очень красиво. Надо отдать должное, что в Грузии что с архитектурой, что со скульптурой, что с памятниками. Прям все очень хорошо. На каждом шагу, и все выглядят просто шикарно. Блеск. Вот здесь есть немножко истории всего этого дела. Нажмете на кнопку паузы, почитайте. Ну, вот как-то так и прошел мой сегодняшний первый день в Кутаиси. От фонтана Колхидского начался, у фонтана, в общем, и закончился. Прошел я сегодня немало километров, ноги стоптал, а мне еще тут километр в гору до моего жилья добираться. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайк, за подписку, за комментарий. Счастья, здоровья, любви, терпения. Путешествуйте. Путешествовать здорово. Это продлевает жизнь. Пока на сегодня.